Всем привет! В этом ролике я вам покажу, как смонтировать идеально потолочный плинтус. Как сделать так, чтобы угол, будь то внутренний, либо внешний, сошелся без зазора. Ну или хотя бы без щелей. Расскажу, что сделать, чтобы скрыть этот зазор, если он все-таки получился. И, наверное, самое главное, я покажу, как сделать идеальный стык, которого не будет видно от слова вообще. Предупреждаю сразу, необходимы будут специализированные инструменты. Если вы все хотите сделать с каким-то минимальным набором, типа стусла, ножовка, нож и так далее, то специально для вас я сниму совершенно другой ролик, так что не переживайте. Поехали! Итак, начать нужно с какого-нибудь угла. Лично для меня удобнее с внутреннего. С помощью электронного угломера я делаю замер угла и выясняю, что в общем-то этот угол почти правильный. Вышло у меня 96. Что я делаю с этой цифрой? Делю ее ровно пополам и получаю 45,3. Теперь выставляю этот угол на торцовочной пиле и подготавливаю первый плинтус. Не отходя, как говорится, от кассы, тут же торцую второй, но уже с другого конца. Но и это еще не все. Если плинтус полностью умещается на стене, то обратный торец нужно будет подровнять, так как заводской, как правило, будет слегка помятый. Далее именно на этот плинтус я наношу клей. Я лично люблю и практикую клей экспресс. Вы можете использовать, что нравится больше вам. Тут не принципиально. Теперь долго не затягивая, чтобы клей не схватился, нужно его приклеить. Для того, чтобы угол сошелся идеально, я стыкую сразу два. Второй при этом еще без клея, он лишь для четкого позиционирования. Можно это делать и одному, но вдвоем сподручнее. И как раз кстати на месте была хозяюшка, которая с радостью мне подсобила. Сам плинтус нужно прижимать по всей длине, но без фанатизма, чтобы не оставить на нем вдавленные следы пальцев. Клей, кстати, нужно наносить только на ту часть плинтуса, которая прилегает к стене. На потолок клеить не нужно. Первый плинтус успешно наклеен. Переходим ко второму. Тут сразу же новая сложность – внешний угол. Приложив к месту, я даю отметку по краю стены и пока откладываю плинтус в сторону. Необходимо вновь замерить угол. Получилось 88,8. Соответственно, также делю его пополам и торцую плинтус. Тут главное не напутать и отпилить правильно, в нужную сторону. Ну а дальше все те же манипуляции с клеем и приклеиванием. Следующий отрезок получился вот таким маленьким. Как видите, один торец под внешний угол, а другой под внутренний. Тут после приклеивания я прихватываю и даже слегка притягиваю торцы друг к другу малярным скотчем. Места соединения при этом также должны быть промазаны клеем, иначе это не имеет смысла. Снимите это и все разойдется. Что касается прямых стыков, то тут та же история. Промазываем клеем и прижимаем в правильном положении. А чтобы ничего никуда не съехало, фиксирую стык портновскими булавками. На следующий день, когда клей полностью схватился, я снимаю все булавки и скотч. На стыках, если остались какие-то наплывы клея, убираю все с помощью лезвия от ножа. Лучше, конечно, это сделать, когда клей свежий, но не всегда это получается, потому что его можно наоборот размазать и сделать все хуже. Далее я беру готовую шпатлевку и все хорошенечко шпатлюю. Здесь я использую смесь на основе мела и ПВА. Главное, чтобы она была не зернистой, иначе тут только все испортит. Шпатлевку жалеть не нужно, лучше положить чуть больше, чем не доложить и еще раз проходить. Учтите этот момент. И здесь главный нюанс, о котором я упомянул в начале. Если у вас не получилось идеально состыковать, всегда можно закрыть все шпатлевкой. Будет чуть муторнее, но нет ничего невозможного.
После высыхания шпатлевки я прохожу все мелкой наждачкой. Шкурится легко, поэтому будьте аккуратны и не наделайте дыр и полос в самом плинтусе. Далее, после этой пыльной работы, необходимо это место загрунтовать. Для чего нужна грунтовка, надеюсь, объяснять не нужно. Как вы понимаете, шпатлевку видно, и все это дело так не останется. Нужно сделать еще пару подготовительных работ для финальной красоты. Для этого мне нужны полоски бумаги. В шкафу нашел инструкцию к старому МФУ, из нее и нарезал необходимое мне количество полос. Потолок, как вы, наверное, заметили, натяжной, и чтобы его защитить от последующих манипуляций, бумага вкладывается между плинтусом и потолком. Вы, наверное, уже догадались, что плинтус я буду красить. Для этого я беру моющуюся водно-дисперсионную краску для стен и потолков и развожу ее водой. Сама по себе краска слишком густая, не будет оставлять разводы от кисти. Консистенцию определяю на глаз. Добавляю воду до тех пор, пока струйка краски, стекающая с кисти, не будет оставлять следов на поверхности. Если хотите более точной пропорции, то воды где-то 20%. Делать краску более жидкой нет смысла. Теперь о кисти. Я использую такого формата. Самыми дешевыми не рекомендую, они прям очень плохие. Ворс должен быть мелким и плотным. Если стены у вас идут под покраску, чтобы их не морать краской с плинтуса, это дело тоже нужно обыграть. Берете малярный скотч и проклеиваете прямо вдоль всей стены. Если у вас будут обои, то это делать не обязательно. Но при этом красить так, что стены будут испачканы, тоже не нужно. Аккуратно кистью покрасить – дело в принципе несложное. Итак, легким движением рук наносим краску на плинтус, хорошо все прокрашивая. Истерически дергать кистью не нужно, чтобы брызги летели во все стороны. Обычно эта работа осуществляется со стремянки, и как только определенный участок закончен и нужно его переставлять, необходимо листы бумаги, которые были просунуты под плинтусом, немного вытянуть наружу, чтобы из-за краски они не приклеились к самому плинтусу. Чтобы идеально все закрасилось, я делаю 5 таких слоев с промежуточной сушкой в 2 часа. После того, как все высохло, нужно снять бумагу и скотч. Если местами что-то прихватилось краской, то ее можно легко надрезать строительным ножом. После всей этой работы мы получаем идеальный плинтус, который выглядит красиво и у которого не видно ни одного стыка. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И кстати, у меня есть телеграм-канал, на котором я буду разыгрывать призы, когда там соберется 1000 подписчиков. Так что заходите, шанс есть у каждого. На этом все.
Всем добра и всем пока.